Должен признаться, что мне понравилось, насколько широким оказался спектр версий по поводу того, что привез в Москву Тиллерсон. Вот несколько популярных вариантов. Самая паническая версия. Тиллерсон привез в Москву требование капитуляции. Другие думают, что на самом деле Тиллерсон привез в Москву ультиматум. Некоторые же утверждают, что Тиллерсон привез в Москву угрозу полной изоляции России. А сейчас в СМИ, соцсетях и в оговорках дипломатических источников начинает появляться еще одна версия происходящих событий. Оказывается, Тиллерсон привез в Москву кнут и пряник. Путину предлагается выбрать между поддержкой Асада, и эта поддержка приведет к полной и окончательной международной изоляции, и сдачей Асада, в обмен на которую нам якобы предлагается вернуть Россию в клуб G7, который опять станет G8. Про ультиматумы США, которые регулярно утекают в западные СМИ, хорошо сказала Мария Захарова, подчеркнув, что играть мускулами, каким-то образом показывать зубы и характер перед началом переговоров – это нормальная вашингтонская тактика. Одновременно те же западные СМИ говорят, что для того, чтобы отправить в Москву настоящий ультиматум, посылать туда Тиллерсона было совсем не обязательно. Кстати, многие в соцсетях пишут, что для сохранения самоуважения Кремлю надо было вообще отменить визит госсекретаря США. Но я искренне не понимаю, в чем выгода подобного действия. А вот позиция российского МИД в этом смысле вполне понятна и логична. Российская сторона испытывает любопытство, и оно вполне оправдано в условиях, когда разные представители вашингтонской администрации подают разные сигналы, а порой публично отстаивают противоречивые и несовместимые между собой позиции. Для того, чтобы попытаться понять, что происходит в Вашингтоне, действительно стоит послушать, что Тиллерсон готов сказать Лаврову или даже лично Путину без телекамер, без журналистов и, может быть, даже вообще с глазу на глаз. С учетом того, что в британских СМИ активно обсуждается тезис «Тиллерсон предложит возвращение в G7 в обмен на сдачу Сирии», мне представляется, что такая дипломатическая морковка вполне может лежать на столе переговоров в Москве. Но я никогда не поверю, что она действительно предназначена для Путина. Наши западные враги не любят российского президента, но вряд ли они его считают до такой степени глупым, чтобы согласиться на такой размен. Тогда зачем эта деталь? У меня есть хорошая версия. Предложение американской стороны по возможному возвращению России в G7, совмещенные с угрозой так называемой полной международной изоляции, не рассчитаны на Путина. Их целевой аудиторией является не российский президент, а мы с вами. В особенности те части российского общества, которым близки либеральные идеи или которые очень молоды и многого не помнят. Американский подход понятен и в некоторой степени логичен. Вот увидите, что в самом ближайшем будущем американские СМИ и их российские филиалы начнут активно продвигать тезис. Из-за Путина россияне потеряли последний шанс попасть в европейскую семью. России даже предлагали место в элитном клубе G7, а Путин выбрал поддержку кровавого убийцы Асада. Путин выбрал Зарин вместо айфона. Путин украл у вас будущее. Я сильно удивлюсь, если аналогичные лозунги не будут произноситься на следующих акциях Навального или Ходорковского. Вот эта фишка про принадлежность к европейской семье и про необходимость пожертвовать всем ради причастности к крутой западной тусовке – это типичная маркетинговая фишка, рассчитанная на молодое поколение, так как идет апелляция к тем ценностям, которые наиболее важны именно для тинейджеров, ну или для тех, взрослых избирателей, у которых интеллектуальное развитие остановилось на уровне 13-14 лет. Посмотрите сами. Нам говорят не о выгоде или убытках, что было бы естественно в нормальной дискуссии, нацеленной на взрослых людей. Нет. В качестве одного из главных аргументов фигурирует тезис: если русские будут себя плохо вести, то мы не возьмем их в нашу тусовку. Это хороший заход для разборок старшеклассников или студентов. Я думаю, как раз для них он и предназначен. Для моих молодых читателей и зрителей, которые многого не застали, я хочу напомнить одну новость. Как раз из того периода, когда Россия была полноценным членом группы G8 и пользовалась большой любовью западных политиков. Эту новость сегодня часто вспоминают в соцсетях в контексте дискуссии о том, как полезно и классно дружить с Западом и США в частности. Вот эта новость из далекого сентября 1999 года. Россия просит у США еще немного еды. США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман.
Как сообщает РИА Новости, эта просьба в настоящее время изучается американской стороной. Для сравнения хочу предложить новости из января 2017 года, когда Россия исключена из элитного клуба G8, а значительная часть западного истеблишмента считает Россию чуть ли не врагом номер один. Вот эта новость. Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. Россия в 2016 году экспортировала 25 миллионов тонн пшеницы, что на 14% больше, чем в 2015 году. И впервые стала мировым лидером по поставкам этого вида зерна. Такую оценку сделал российский экспертный центр, передает Интерфакс. При желании можно без проблем найти много таких же ярких новостных контрастов между периодом, когда нас любили и хвалили, и сегодняшним днем, когда нам угрожают американской геополитической изолентой, которой якобы можно заизолировать Россию так, что мы будем плакать от одиночества. Если говорить грубо, то у США изолялка не выросла, чтобы ей как-то угрожать России. Возможно, Тиллерсона стоит попросить передать Дональду Трампу большой и красивый глобус, рассмотрев который американский президент осознает бесперспективность подобного подхода. Кстати, европейские страны, входящие в G7, то есть ту самую тусовку, куда нас зазывают, на последней встрече отказались США и Великобритании в введении новых санкций против России. Бундестаг только что сказал твердое «да» проекту Северного потока-2, несмотря на то, что против проекта выступают США, Польша и Украина. Одновременно агентство Bloomberg сообщает, что азиатские партнеры США, Япония и Южная Корея выступили против планов администрации Трампа нанести военный удар по Северной Корее. Китай официально поддержал Башара Асада, назвав его легитимным президентом Сирии, а также потребовал от США решать корейскую проблему исключительно дипломатическими методами. Я не понял, кто тут в изоляции? Если администрация Трампа продолжит свою стратегию под кодовым названием «бешеный слон в посудной лавке», то очень скоро у всего мира появится соблазн навсегда изолировать американцев на их континенте.